Всем привет на этом канале. Сегодня будем типа регулировать карбюратор. Но для того, чтобы отрегулировать карбюратор, мы должны удостовериться в том, что у нас все исправно. И самое главное, чистые фильтра, как воздушный. Ну, мы его снимем перед регулировкой. Воздушные фильтра надо выдавливать всегда, потому что двухтактный двигатель бросает масло в воздушный фильтр. Когда фильтр забивается маслом, он плохо протягивает воздух. Регулировка будет неправильная, поэтому эту мочалочку надо хорошенько выжимать. Ну, в общем-то, регулировать я буду без мочалочки, поэтому не столь важно. И обязательно нужно убедиться в том, что у нас топливный фильтр тоже не забитый, потому что будем регулировать нифига не нарегулируем, и что у нас исправен карбюратор чистый. Ну, а перед тем, как его регулировать, надо разобраться, что тут есть и что тут как регулируется. Этим и займемся. Снимаю я пластиковую крышку зеленую для того, чтобы была лучшая наглядность. Но вообще без этой крышки мотокоса долго работать не должна. Не больше, чем 3-5 минут, потому что перегреется двигатель. Потому что эта крышка является своим родом воздуховодом. То есть она направляет потоки воздуха, которые качает вот этот вот вентилятор на шкиву мотора. Вентилятор гонит воздух, и этот воздух по крышке направляется в ребра нашего цилиндра. Если крышки нет, то, соответственно, никуда ничего не направляется, и мотор очень быстренько можно перегреть. Проверяем свечу зажигания, зазор в свече зажигания. Все хорошо, все ставим на место, смотрим, нигде никаких потеков, нигде никаких подсосов, потому что управление карбюратора вакуумное, поэтому никаких подсосов, никаких потеков быть не должно. Если где-то чего-то нашли, значит сначала устраняем, а потом регулируем. Для того, чтобы регулировать карбюратор и его управление, у нас есть несколько регулировочных гаек и винтиков. Первый, вот этот вот, регулирует натяжение тросика и величину открытия дроссельной заслонки. Сейчас все разберем. Вот этот тут винтик в жиклере, который не надо трогать с завода, как отрегулирован, так пусть и стоит. Не трогайте. Но если тронули, а многие уже тронули, то сейчас расскажу, как его регулировать. Но если нормальные заводские настройки, то трогать его не надо. Дальше идет вот этот вот винтик. Это винтик холостого хода минимального. И есть вот этот красивый винтик, который регулирует дебет смеси, потому что эти карбюраторы регулируются по дебету смеси, а не по качеству смеси, как некоторые пробуют их регулировать. В баке должна быть залита топливная смесь в той пропорции, на которой вы работаете. Если работаете 1 к 25, значит льете 1 к 25. Если 1 к 50, значит льете 1 к 50, потому что чем больше масла зальете в топливную смесь, меняется вязкость, меняются регулировки самого карбюратора. Значит, регулировать его надо под ту топливную смесь, под ту пропорцию, под ту вязкость, на которой вы работаете. И первая регулировка, регулируем вот эту вот дроссельную заслоночку, такую вот пластиковую. Дроссельная заслоночка эта пластиковая, когда нажимаем на курок газа, должна открываться полностью. Вот она у меня полностью открыта. Раз, и полностью открылась. Если открывается не полностью, регулируйте тягу тросика. То есть первая регулировка беспонтовая заключается в том, чтобы добиться, чтобы вот этот вот дроссель пластиковый полностью открывался. Там за дросселем, видно, стоит пластиковая трубочка и в ней бронзовая иголочка. Это жиклер основной, то есть рабочий, переменного сечения. Его тоже надо будет регулировать, но он отрегулирован на заводе. Регулируется вот тем винтиком, который я показывал, и трогать его не надо. Если нормально все работает, с завода отрегулировано, трогать ничего не надо. Запомнили эту пластиковую трубочку, потому что она при регулировке очень важна. Тут, когда открываем дроссель, проворачиваем, видно, что иголочка тоже поднимается. То есть это жиклер переменного сечения. Чем больше открыта дроссельная заслонка, пластиковая втулка провернута, больше окно открыто, тем больше поднимается бронзовая иголочка. Соответственно, закрываем, иголочка опускается. Если нажимаем на курок газа до упора, а дроссельная заслонка полностью не открывается, соответственно, вот этим вот винтиком подгоняем так, чтобы все у нас полностью открывалось. То есть это первая регулировка. Этим винтиком регулируем холостой ход. То есть практически мы им регулируем то, насколько у нас будет открыта дроссельная заслонка при холостом ходу. То есть когда мы пустили курок газа. Крутим отверточкой, смотрим, как эта заслоночка дроссельная двигается. Закручиваем винтик, двигается заслоночка, открывается. Откручиваем винтик, заслоночка, соответственно, закрывается. То есть это простой упорный винтик, в который упирается дроссельная заслонка.
Ничего сложного. Ну, а теперь раз, два, три, четыре, пять начинаем регулировать. Вот это у нас подкачивающий праймер. Такая пимпочка силиконовая. Когда мы ее качаем, должно качаться топливо. Топливо по одной трубочке подается в карбюратор, по другой стекает назад. То есть одна трубка подачи, одна обратка. Карбюратор, опять же, напомню, при регулировке должен быть чистый, а не забитый смолами и грязью. Сейчас качаем праймер и видим, что топливо у нас не качается. Почему так? Потому что я так специально сделал, чтобы вам показать. Качаем праймер, топливо не качается. Почему перестало качаться топливо? Потому что в нижней части карбюратора у нас находятся две подкачки. Одна импульсная, которая качается самим мотором. То есть поршень идет вниз, дает давление на мембранку, идет вверх, дает вакуум на мембранку. И мембранка постоянно колеблется туда-сюда. И таким образом подкачивает топливо. Но если у нас топливо в карбюратор не закачано, то мембранка та, соответственно, не справится. Для этого, чтобы закачать топливо в карбюратор, есть праймер, подкачка ручная. Она должна работать. Она не работает. Теперь объясняю, почему не работает. Не работает по той причине, что у нас через эту пластиковую трубку, там где переменный жиклер, закачивается воздух. Когда качаем праймер, воздух у нас закачивается через трубочку. Даже слышно, как он там шипит. И так как праймеру легче закачать воздух через эту пластиковую трубочку основного жиклера, то он качает воздух и гоняет через эту трубочку. И не хочет качать бензин из бака. Что нам надо сделать, чтобы праймер заработал? Надо прикрыть хавало этой трубочки, то есть сделать там сечение меньше. Как это делается? Правильно, нашей иглой бронзовой. То есть берем отверточку и немножко закручиваем эту иглу до того момента, пока праймер не станет качать. Если мы ее открутим сильно, у нас двигатель будет запускаться очень хорошо, но перестанет работать ручная подкачка. Если ее посадим сильно низко, сильно закрутим, то у нас двигатель перестанет запускаться. Будет работать нормально, но перестанет запускаться. Будете шморгать и нифига не нашморгаете. Поэтому эта регулировочка очень важна. Из завода ее трогать не надо. Но если тронули, то регулируйте, как я только что показал. Теперь я тут буду сверху крутить, а внизу вам показывать, как пойдет бензин по шлангочкам. Качаем праймером. Бензин не качается. И потихонечку закручиваем нашу иглу. И одновременно качаем. И добьемся такого момента, когда у нас топливо начнет закачиваться. Потихонечку прикручиваем. Вот, праймер начинает качать. Еще немножко прикрутили. И видно, что праймер начал закачивать топливо. Пошло топливо в обратку. Если мы сейчас немножко открутим, праймер перестанет качать. Вот, перестал. Прикручиваем немножко. Праймер погнал топливо. Все, праймер начал качать. То есть мы уменьшили сечение в той пластиковой трубке бронзовой иголочкой. Праймер меньше воздуха начал сосать через пластиковую трубочку основного жиклера. Начал тянуть бензин из бака. Вот так и оставляем. Вот так вот ближе покажу. Качаем. И видно, праймер начал качать топливо. То есть все хорошо. Топливо теперь у нас в поплавковую камеру рукой накачивается без проблем. Вот так эту иголочку и оставляем. Теперь она у нас отрегулирована. То есть эта иголочка регулируется по праймеру. Теперь заводим мотор. Если он совсем разрегулированный, то вот этот вот болт подачи топлива, который там внизу сбоку, откручиваем на 2-3 оборота. И заводим двигатель. Если двигатель не хочет откровенно заводиться, потому что мы же регулировали только что иголочку основного жиклера, берем полкубика бензина и просто впрыскиваем в цилиндр. На этом бензине он точно заведет. Если у него не хватит сил потянуть бензин из карбюратора, то он заведется на этом бензине, который мы дали шприцом. И заводим нашу дырынчалку.
дыренчалка наша завелась и заглохла. Значит, что? Она завелась на том бензине, который мы впрыснули шприцом, а дальше заглохла, потому что бензин этот выгорел, а дыренчалка бензина из карбюратора не подхватила. Вот это тот случай, о котором я говорил, что если сильно закрутите эту иголочку, то не заведете мотор. Будете шморгать, а он заводиться не будет. Потому что, когда мотор холодный, надо очень много бензина для того, чтобы он завелся. То есть смесь должна быть обогащена. Потому что холодные стенки цилиндра очень быстро отбирают тепло от сгоревшего топлива. Поэтому топлива, чтобы тепла образовывалось много, надо тоже побольше. И мотор при запуске должен работать на обогащенной смеси. Как мы можем смесь обогатить? Для этого у нас есть, у нас есть заслоночка воздушная. Перекрыли и пробуем заводить с воздушной заслоночкой. И если у нас не получается завестись при закрытой воздушной заслоночке, то есть мы обогащаем смесь, потому что там создается вакуум и через пластиковую трубку идет больше бензина, значит бензина нам надо добавить для запуска. Поэтому берем и откручиваем этот винтик еще на полоборота. И пробуем опять запускать. Как видим, начал запускаться уже. Это уже хорошо. Теперь наш двигатель запускается и немножко работает, а потом глохнет. Открываем заслоночку воздушную. И двигатель завелся без проблем. Включаем обогатитель. То есть воздушную заслонку закрываем и дергаем шморгалочку. Заводится. Теперь мы отрегулировали бронзовую иголочку. Мотор у нас запускается. И только что отрегулировали холостой ход. Поставили минимальный стабильный. Холостой ход надо ставить так, чтобы коса работала стабильно, нормально запускалась. Если газ нажать резко и пустить, мотор не должен глохнуть. Если он глохнет, надо немножко приоткрыть дроссельную заслонку, то есть завинтить этот винтик, закрутить. Поднять немножко холостые обороты. И холостые обороты должны быть такими, чтобы у нас не крутилась леска. Потому что сцепление у нас включается на определенных оборотах. Так вот, холостые обороты должны быть меньше, чем обороты включения сцепления. То есть на холостых оборотах у нас не должна крутиться леска. Если обороты сильно высокие, то у нас будет прокручиваться леска. Это неправильно. Холостые обороты должны быть такими, чтобы леска не крутилась. И при этом резко нажимаем газ, пускаем. Мотор не должен глохнуть. Теперь что мы видим? Нажимаем резко на газ, пускаем, мотор не глохнет, все хорошо, но мотор давится. Когда нажимаешь на газ на полный, мотор начинает давиться. То есть что? Ему много воздуха, мало бензина. Мотор не развивает обороты. За обороты кто отвечает? Вот этот вот винтик, который сбоку, который часто называют качеством смеси. Но именно в этом карбюраторе, потому что у карбюратора нету отдельных каналов холостого хода, это винт дебита бензина. Он регулирует количество бензина, которое будет проходить через ту пластиковую трубку главного жиклера. Поэтому что мы делаем? Немножко приоткручиваем винтик, заводим двигатель.
Нажимаем на полный газ и крутим этот винтик, пока у нас не будут обороты соответствовать максимальные паспортным значениям. На этой косе это 8-9 тысяч. Запускаем двигатель, регулируем тот винтик. Много закрутил, заглох. Заводим снова. Вот, она заглохла и пол оборота выкрутили. То есть поставили этот винтик на дебет немножко больше, чем у нас глохнет мотокоса. Заводим снова, пробуем. Так, теперь что у нас получилось? Газ резко нажимаем, бросаем, двигатель не глохнет. Холостые, в любом случае установим холостые, нас сейчас самое меньшее интересует. Катушка у нас, когда работает двигатель на холостых, не крутится, все хорошо. Осталось установить паспортные обороты. 8-9 тысяч на этой мотокосе. Сейчас дадим ему немножко остыть, потому что пластиковая крышка не надета, он уже немножко перегрелся. Пусть остынет, а я пошел за тахометром. И добиваемся максимальных оборотов 8100 сейчас. В принципе, как по паспорту. От 8 до 9. Можно немножко еще добавить, чтобы было 9. Ну, по паспорту пишут от 8 до 9. 9 это максимальные обороты. Можно ставить так, можно немножко добавить. Вот и вся регулировка. После регулировки смотрим контрольные точки. Если нас чего-то не устраивает, немножко подгоняем те параметры, которые надо. Первое. Как заводится коса? Должна заводиться, когда горячая, в принципе, и без подсоса, когда холодная с подсосом. Должна заводиться без проблем. Праймер обязательно должен подкачивать. Если праймер не качает, соответственно, бензина не закачаем. Праймер должен работать. Если не работает, спасает вот этот вот винтик выше-ниже. Чем выше поднять иглу, тем лучше заводится коса, но перестает работать праймер. То есть он хуже работает. Чем ниже игла, тем хуже заводится коса или вообще не заведется, но тем лучше работает праймер. Контролируем холостой ход, чтобы у нас леска не крутилась на холостом ходу. Делаем резко нажатие на газ, отпускаем. Надо, чтобы коса не глохла. И регулируем максимальные обороты. Но сейчас мы регулировали все без воздушного фильтра. Сейчас ставим воздушный фильтр, опять проверяем, как это все работает. Но уже с воздушным фильтром, потому что воздушный фильтр тоже создает сопротивление дополнительное. И регулировки немножко могут уехать, поэтому надо будет немножко подшаманить. Проводим тестовый запуск, смотрим на параметры. Включили зажигание, пробуем завести с опущенной воздушной заслонкой. Завелась. Холостые есть. Бобина не крутится. Газ резко нажали, пустили. Газ на полный. Как видим, все работает, все хорошо. Праймер проверили. Качает. И теперь самая главная проверка на дымность, потому что коса должна работать без дыма. И теперь самый главный контрольный параметр – дымность выхлопа. Потому что если у вас переобогащенная топливная смесь, будет дым из выхлопной. Когда дым из выхлопной, коса долго не протянет, потому что будет образовываться сильно нагар. Коса должна работать без дыма. Сейчас запускаем, контрольный запуск, заслонку вверх, так, чтобы было видно. Вверх запускаем. Заслоночку вниз. Аж до полного не должно быть дыма. На холостых дыма нету.
немножко открутим винтик дебета. Начало немножко дыметь. Закрутим назад на четверть оборота. Ну и все, работает все хорошо. Заводится хорошо, не дымит, обороты развивает. Ну, тягу надо проверять, конечно, в работе, что сейчас и сделаем. Вот и вся регулировка. То есть тут всего-навсего 3 винтика. Но регулируется коса немножко не так, как карбюратор автомобиля, потому что в карбюраторе есть каналы холостого хода, а тут нет. Тут карбюратор регулируется по дебету. Вот этот вот боковой винтик, он регулирует подачу в ту пластиковую трубку. То есть подача в пластиковой трубке регулируется 2 винтиками. Вот этим боковым и иголочкой, которая сверху. Вот тут вот сверху стоит иголочка, она тоже регулирует подачу через эту пластиковую трубочку. Но иголочкой регулируете подачу бензина при запуске и на холостом ходу. Ну, вернее, холостой ход у вас так и так само собой выйдет, потому что по-другому там она не станет. Если иголочку сильно завинтить, вы косу не запустите даже с подсосом. Можно иголочку открутить так, что коса будет заводиться и без подсоса. Вообще на пуск будет легкая-легкая, но тогда перестает работать ручная подкачка. Ну, это кому, конечно, как больше нравится. Некоторые так регулируются, некоторые так. Но правильно так, чтобы подкачка работала, а коса холодная заводилась с закрытой воздушной заслонкой. Когда завелась, открываете заслонку, она нормально работает дальше без заслонки. Так вот, система запуска регулируется этим винтиком, а дебет основного расхода бензина при полном газу регулируется этим винтиком. То есть тут регулируется запуск, тут регулируется максимальная подача при максимальном газе. То есть проводим дебетовку карбюратора. Дебет главного жиклера состоит из подачи через иглу и из подачи через этот боковой винтик. И то выходит в одну пластиковую трубочку. Вот в принципе и вся регулировка. Тут ничего сложного. Карбюратор примитивный, регулируется довольно просто и очень быстро. Но самое главное, чтобы карбюратор был исправен. Потому что если он не исправен, то вы его фиг отрегулируете. Если где-то мембранка лопнувшая, или плохо скручен карбюратор, или подсос воздуха, не отрегулируете в жизни. Если регулируете, ничего не получается, значит надо разбирать карбюратор, смотреть, что там случилось. Потому что нормальный карбюратор нормально и регулируется. Вот такие вот дела. Но сегодня такое видео. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу. У кого какие есть предложения.